Все животные различны по размеру и характеру. Но в драке не размер имеет значение, а готовность идти до конца. Смотрите шокирующее видео о том, с кем ни при каких обстоятельствах не следует драться. С вами Царь Зверей. Да начнется охота! Один из австралийских гризли явно меньше по размеру, но, видимо, он абсолютно уверен, что прав, поэтому упорно борется с более крупным самцом, ожидая, когда противник откроется для мертвого захвата. Ну и драка. Клочки летят по закоулочкам. Затеяв драку в зоопарке, медведи встают на дыбы и становятся двуногими соперниками. А ну-ка разними, так могла называться эта конфета. Когда медведь лезет на дерево не за медом, а в гнездо орла, то орлу удобнее драться в своей квартире, а медведь рискует грохнуться с высоты под собственной тяжестью. От орла нет спасения, только если рухнуть вместе с ним в пропасть третьей порции шашлыка. Немыслимые кульбиты с высоты птичьего полета, конечно, дорого обойдутся обоим противникам. Льва прогоняет с водопоя хозяйка лужи. Львенок и черепаха явно не спелись. Не лежать им вместе на солнышке. Это не смешно. Крокодил Дил-Дил не плывет, а выпрыгивает быстрее молнии. От зубов крокодила и черепаха побежит быстрее гепарда. Страх придает невиданное ускорение. Спасаясь от голодного прайда львов, Гну способна перепрыгнуть не только себя, но еще и двух львов. Вот это прыть! В семействе горилл случилась домашняя потасовка. Детеныш пытается защитить мать от незваного чужака, но тут появляется крупный папаша, и конфликт исчерпан. Осьминог ошибся адресом и был съеден группой пловцов в полосатых купальниках. Лисичка не сестричка, если защищает свою жизнь. Она как волк зубами щелк и так же страшна в страхе, как и в гневе. Видимо, в этой кошке лиса узрела пантеру и на всякий случай перестраховалась. Белка приблизилась к кобре с хвоста, но укус змеи заставляет ее испуганно отступить. Другое дело – желтый мангуст, известный убийца кобр. Смертельная схватка, достойная трюков из «Матрицы», завершается ликующим марш-броском кобры. А здесь досталось рептилии. Крыса-ниндзя отпинывает змею, попадая прямо по морде. Вот это прием! Причем трюк проделан в полной темноте. Гусь попадает под копыта, хотя у лошади нет зеркал бокового видения. Клюв в смятку. Два комодских варана начинают активную драку, но быстро устают. Лучше полежать и решить конфликт путем переговоров. Не умеешь кусаться, умей вертеться, братец-кролик. Я не ел твою морковь. Ел, но не твою. Твою-ка не я. Группа голодных и любопытных львов наткнулась в джунглях на огромного притаившегося крокодила, которому едва удается избежать беспощадной атаки. У сердитого слона претензии к бегемоту. Два гиганта не поделили просторное болото. Выясняет отношения, что называется, на людях. Сердитые птицы атакуют змею по очереди, как в командной игре. Голова-хвост, раз-два. Бычье упрямство в действии. Два крупнейших африканских буйвола намертво сцепились рогами, а коровы стоят и смотрят этот блокбастер, прожевывая попкорн. Бык и буйвол – не одно и то же, потому и вышла драка. Но здесь быку нечего делать, не та весовая категория, маловато будет. Когда бегемот не ждет гостей, он делает странные вещи. Изображает крокодила.
Да и вообще они неприветливые, эти бегемоты. Могут вместо крокодила и солнце проглотить. Вон какая пасть. Не стой под обедом носорога. Он не будет церемониться. Пырнет рогом так, что все взлетит на воздух и само станет обедом. Носорог неинтеллигентно будет двух спящих львов. Брысь отсюда! Безумная зебра настойчиво пытается убить детеныша самки-конкурентши. Но мать рядом и не отступает до последнего, не давая ребенка в обиду. И зубы, и копыта идут в ход. Кенгуру и 3 безумных эму. Танец не получился, ребят. Расходимся по-хорошему. В драке 2 кенгуру один буквально вышел вон в забор. «Эй, Кен, ты как там? Я же легонько, шутя». А эти ребята спасают собаку от гигантского голодного питона, который уже намотал все круги. Вот это садовый шланг! Как же нелегко его рожать! Собака защищает хозяина от мелкого крокодила. Хотя собака этому не учат, но прием правильный. Хватай его как рыбу, за голову. Лев белый – 1 штука, черти полосатые – 2. Это хоть нечестно, но красиво, хотя совсем не шахматная партия. Лев играет с обезьянкой в догонялки, но не выигрывает и позорно падает с дерева. Обезьяны хохочут. Группа выдр придирается к орангутангу, но тот все-таки берет палку и успокаивает толпу кнутом, словно учитель машет указкой на свой расшалившийся класс. Леопард связался с медоедом, но об этом пожалел. Тот вертлявый и наглый и упорно не сдается. Вот нахал. Молодой неопытный леопард пришел на водопой, но не подозревает о том, что в воде крокодил. Молниеносно он стал добычей, форсирует воду в пасти хищника и уже не вернется. Крокодил знает свое дело лучше. Зебра пыталась перейти реку, но в спину мертвой хваткой вцепился крокодил. Раненая и окруженная несколькими хищниками, она все-таки выбирается живой. Вот что значит не терять присутствие духа. Одинокий лев за обедом атакован огромной группой гиен. Но королю джунглей не нужны помощники. Ему хватает уверенности. Свою добычу лев не отдаст никому и расставит всех по местам. Жирафы большие, им виднее, как подраться. Главное вовремя найти, за что схватиться. Это был интересный балет в несколько актов. Эти жирафы дерутся как 2 строительных крана. Вопрос, чья шея сильнее, а голова крепче? Особенно при падении головой об пол. Гиппомама еще в интересном положении спасает детенышей от голодных львов. Одну львицу она хватает, но настырный прайд хищников не остановить. Львы возвращаются ночью, чтобы по традиции напасть группой. Мощи и храбрости гиппопотама на всех не хватит. Торжествующая группа одерживает верх и утром пирует на огромной туше. Крокодил забредает не в свой огород, и царь зверей показывает ему, кто хозяин на этой кухне. Поразительно, насколько могуществен лев на земле, а крокодил в воде. И это очень странная схватка 2 самодержавцев. С вами был Царь зверей. Предлагаю посмотреть один из наших предыдущих выпусков, которые появились на ваших экранах.